Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем делать домашнее вино из винограда сорта Молдова. В прошлый раз я делал из винограда Кадрянка, но видео получилось немножечко затянуто и непонятно. Итак, начнем. Для начала необходимо обобрать ягоды от веточек, для того чтобы оно не горчило и не давало лишнего привкуса. На нем также необходимо убрать все гнилые и прелые ягоды. Веточки уже начали высыхать, значит, мы сорвали его вовремя. Работа монотонная, но нужная. Все процедуры с обработки винограда для производства вина необходимо проводить в нержавеющей посуде, в пластиковой или даже в деревянной, потому что любой металл, который окисляется, впоследствии даст окислы, которые будут вредны для организма. При небольших количествах винограда можно для измельчения воспользоваться обычной толкучкой для картошки. Но у меня винограда много, поэтому я буду пользоваться венчиком для замешивания строительных смесей и дрелью с большими оборотами. Опускаем венчик на всю глубину виноград и начинаем измельчение. Виноград перед измельчением я не мою. Поэтому здесь присутствуют природные дрожжи, которые стимулируют брожение. Для измельчения винограда желательно брать высокую емкость, для того чтобы виноград не разлетался по комнате от центробежной силы венчика. Вот измельчение винограда закончилось, появилась характерная пенка, и можно ставить его на брожение. Если у вас не получилось идеально измельчить виноград и есть целые ягоды, ничего страшного. Через день или два можно повторить измельчение, и при этом шкурка ягод будет тоньше, потому что началось брожение. После этого емкость с измельченным виноградом необходимо поставить в теплое место, чтобы там температура была примерно плюс 20 градусов Цельсия. При этом необходимо 2 раза в день, утром и вечером, проводить перемешивание шапки, которая поднимается вверху, деревянной палочкой или каким-нибудь предметом из кухонной утвари. Чем меньше температура, тем дольше будет длиться процесс брожения на мезге. При температуре 20 градусов брожение мезги будет примерно 5 дней. После этого необходимо отделить сусло от мезги и продолжить производство вина. Признаком того, что брожение почти прекратилось, будет то, что шапка перестанет подниматься, и выделение углекислого газа приостановится. Для того, чтобы не было мошкары и не было доступа воздуха к мезге, необходимо емкость плотно закрыть крышкой. И в таком положении ставим возле батареи. Уборку винограда желательно проводить в сухую погоду, и время до его переработки должно быть максимально коротким. Ну вот, прошла неделя бурного брожения в теплом помещении. Теперь необходимо отделить сусло от мезги. Если мы посмотрим на мезгу, то можно увидеть, что шапка уже перестала подниматься. И пузырьков углекислого газа уже почти не видно. Значит, пора ее выжимать. Для того, чтобы выжать сусло из мезги, необходимо воспользоваться специальным прессом. Но если у вас такого нет, то берем обычную сетку из-под картошки и выжимаем без использования пресса. Ложим ее в небольшую плоскую емкость, это может быть миска, и наливаем сюда мезгу. Наливаем мезгу до тех пор, пока миска не будет полной. После этого берем другую чистую небольшую емкость и перекладываем мешок с жмыхом в нее. Готовое сусло, которое осталось в этой емкости, необходимо тщательно профильтровать. Для этого я воспользуюсь сеточкой для промывки макаронов.
Если забила сеточка, берем обычную чистую ложку и начинаем ею водить по кругу. Жмых, который остался на дне сеточки, также не выбрасывайте. Это хорошие дрожжи для того, чтобы сделать качественную брагу для самогона. Поэтому мы ее выбиваем в другую чистую емкость. И сеточка снова чистая и готова для фильтрации. Таким образом, необходимо профильтровать все сусло, которое осталось после выжимки. На следующем этапе необходимо выдавить сусло из мезги, которая осталась в мешке. Для этого нам понадобится обычная крышка из-под кастрюли или же любой деревянный кружок, который у вас есть в хозяйстве. Теперь берем крышку, заматываем хорошо мешок, ставим ее сверху и прижимаем ногами чистой обувью. Пошел сок уже по краю. Снова выливаем в ведро. После такого выжима жмых почти сухой, и из него можно сделать еще самогон, если использовать его в качестве дрожжей. Видно, что он уже почти сухой, и с него ничего не бежит. Теперь высыпаем его в бочку для последующего залития сладким сиропом. Даже если немножечко вина окажется в жмыхе, то это не страшно, потому что в дальнейшем жмых переиграет, это все дело сварится и получится хороший самогон. Таким образом, необходимо выжать всю мезгу для получения сусла. После отделения сусла от мезги необходимо добавить в него сахар. Если, конечно, вы будете делать сухое вино, то сахар не нужен, а просто поставить его под перчатку. Но если вы будете делать полусладкое вино, то необходимо добавить от 1 до 1,5 кг сахара на 10 литров вина. Если же вы будете делать десертное вино, то здесь необходимо добавить 2 кг и выше на 10 литров вина. Я буду делать полусладкое вино, поэтому добавлю на 10 литров вина 1,5 кг сахара. И хорошо перемешиваем. После растворения сахара в сусле необходимо перелить его в герметичный бутыль. Чем больше бутыль по размеру, тем он более удобный в эксплуатации. Но оптимальный вариант 20-30 литров, которые можно самому поднять и перенести в нужное место. Я для перелива сусла воспользуюсь шлангой длиной 1 метр. Шланга выполнена из резины, но можно из любого материала, который не дает других запахов. Внутренний диаметр шлангочки 1,3 мм, но для перелива вина я пользуюсь сантиметровым диаметром, потому что он более удобен. Устанавливаем бутыль на уровне земли, а сусло на уровне 1 метр. Этого хватит для полного перелива. Создаем разрежение с помощью рта. Вино потекло. Такой способ более удобный, потому что меньше разбрызгивается вина вокруг бутыля и не надо пользоваться лейкой. Полный бутыль наливать нельзя, потому что будет образовываться пена при брожении, которая будет выходить в перчатку и тем самым испортит брожение. После этого на бутыль необходимо установить гидрозатвор. Можно воспользоваться такой крышкой заводской, но мне не нравится, потому что иногда потравливает воздух и нет плотного контакта. Можно сделать самому, а можно воспользоваться обычной медицинской перчаткой, не стерильной. Берем цыганскую иголочку и прокалываем в одном из пальцев небольшую дырочку, строго по центру. Если ее не хватит, то можно еще сделать пару дырочек в соседних пальцах. Теперь из старой камеры или резиновой перчатки вырезаем небольшое колечко диаметром 3-4 сантиметра. Главное, чтобы оно было эластичное. Теперь одеваем на бутыль резиновую перчатку, одеваем резиновое кольцо на горлышко, чтобы перчатка не слетела. В таком состоянии ждем, пока она поднимется. Вот у меня на вине перчатки сдулись. Можно попробовать на вкус и в случае необходимости добавить сахара. Для того, чтобы вино не брало запах с осадка, я сейчас его сниму с осадка, добавлю немножечко сахара и можно поставить еще на брожение. Я беру трубочку небольшого диаметра, у меня здесь 0,8 мм внутренний диаметр.
Устанавливаю бутыля на возвышенность. Снизу ставим чистое ведро. И можно аккуратно сливать вино с осадка. Дрожжи, которые остались на дне бутыля, не выбрасывайте. Из них можно сделать хороший самогон, или же оставить на недельку еще в этом бутыле отстаиваться, и сверху появится слой вина, который можно будет также слить трубочкой. Теперь попробуем получившееся вино и определимся с сахаром. Вино получилось суховатое, поэтому я добавлю еще 50 грамм сахара на 1 литр вина. Следовательно, на 10 литров вина 500 грамм сахара. И хорошо перемешиваем. После растворения сахара необходимо попробовать также на вкус вино. Оно должно быть чуть-чуть сладше, чем вам хочется получить в конечном итоге. Почти такое, как мне нужно. Значит, можно его ставить под гидрозатвор и ждать, пока оно полностью выбродит. Этой же трубочкой переливаем обратно в бутыль подслаженное вино. Бутыль теперь можно наполнять по самый верх, потому что такой пены не будет и перчатка не загрязнится. И также одеваем перчатку, которая была до этого на нем. Все, можно ставить на дображивание в теплое место. Желательно, чтобы в месте брожения вина температура была около 20 градусов Цельсия, но не меньше плюс 13, потому что брожение будет угнетаться и оно не доиграет. После того, как перчатка сдуется, необходимо попробовать вино на вкус. И если вам не нравится оно, добавить сахара. Если же этого хватит, то берем ту же самую трубочку и аккуратно снимаем с осадка все вино. Слить с осадка необходимо 2-3 раза до окончательного осветления. Но до Нового года пить его нельзя. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками сделать домашнее вино из винограда сорта Молдова. Пишите замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.